Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Спасибо, что снова на моем канале и смотрите мое видео. А если вы еще не подписчик, так подписывайтесь на канал, нажимайте на колокол и ставьте лайк под видео. Будет страшно интересно. Я не знаю, кто ты и как тебя зовут, но послушай меня. Если ты когда-нибудь услышишь, как кто-то у тебя во дворе ломится в подъезд, неважно, твой или соседний, и кричит грубым мужским голосом: «Дверь мне открой!», знай, что ты должен собирать вещи и бежать. Беги на другой конец города, а может и в другой город, даже в другую страну, и молись. Молись кому хочешь. Христу, Будде, Ктуху, чтобы оно тебя не достало. А еще лучше заведи себе животное. Кошку, собаку, рыбку, да хоть бразильского птицееда. Главное, чтобы в твоем доме было какое-то животное. Оно сможет предупредить тебя о его приближении. Я сам имел аквариум с золотой рыбкой и Коли по кличке Джексон. Но я не сумел вовремя понять, что значит их страшные смерти. Вначале Джексон стал себя странно вести, не мог усидеть на месте, все время просился гулять, а на улице хотел вырваться и убежать. Рыбка же умерла, как только пес стал сходить с ума. Ничего зловещего я в этом не увидел. Сдохла рыбка и сдохла. Отправим ее, трупик, постигать тайны городской канализации, и дело с концом. А у пса наверняка просто игривое настроение, которое пройдет через пару дней. Но не через пару дней, не через неделю Джексон не успокаивался, а лишь становился более шумным. Он постоянно скулил, особенно по ночам, хотел сбежать из квартиры и вообще как можно дальше от нашего двора. На прогулках я стал замечать, что то же самое творится с собаками некоторых моих соседей. Еще была одна странность. Несмотря на летний период, птицы исчезли со двора. Не было ни чириканья воробьев, ни вороньего карканья, ни этого дурацкого звука, который издают голуби. Завершением всего этого животного безумия стала одна интересная процессия, произошедшая в моем дворе. Я открыл дверь в подъезд, и слава богу, что я не вошел туда сразу, ведь оттуда выбежал целый строй крыс. Их, наверное, было около сотни. Сотни темно-коричневых мохнатых телец с мерзкими лысыми хвостиками, издающие гадкое пищание. Джексон сходил с ума примерно неделю, после чего в его поведении произошел поворот на 180 градусов. Неусидчивость сменилась апатией, и мой песик проводил круглые сутки на своей лежанке. Он почти перестал есть, и я уже решил отвезти его к ветеринару на ближайшие выходные, но, вернувшись однажды домой после рабочего дня, я обнаружил пса мертвым. Несчастный Джексон жил у меня вот уже 5 лет, и я был страшно опечален его кончиной. Я понял, что это случилось из-за какой-то болезни. Вот почему он так странно себя вел. И почувствовал себя виноватым в этом. Все животные, что могли покинуть наш двор, а те, что не могли, предпочли умереть. Могло создаться впечатление, что на нас всех надвигается какое-то зло, и звери ощущали это. Но человек – тупейшее животное, и никто из людей в нашем дворе не чувствовал приближающуюся грозу. А она меж тем уже готова была разразиться. Ее начало пришлось на теплую июньскую пятницу. Было около 12, и я только лег в кровать, еще не успев уснуть, как вдруг с улицы донесся дикий грохот и крик: «Дверь мне открой!». Видимо, не открыли, и стук повторился вновь. Затем раздался другой крик: «Я тебе сейчас открою!». Затем последовал долгий грубый мат. Поссорились два грубияна, ну и что с того?
Так думал я, засыпая и надеясь, что крики их драки не помешают моему сну. Утром, выйдя в магазин за хлебом, я увидел стоящую во дворе скорую помощь. Подумал, что кому-то стало плохо, я прошел дальше. Позже, однако, я узнал, что никому не было плохо, просто у подъезда нашли труп. Погибшим был Валентин Петрович, мужчина 40 лет, живший в соседнем подъезде. Как оказалось, это он собирался предыдущей ночью открыть дверь. Затем и вышел из дома. Жена его еще в четверг уехала на дачу, поэтому некому было обеспокоиться тем, что он так долго не возвращается. Следов драки обнаружено не было, а Валентин Петрович скончался от сердечного приступа. Никаких свидетелей не было найдено. Наш двор достаточно большой, и из-за отсутствия нормальных скамеек и некошенной детской площадки пятничными вечерами мало кто собирается в нашем дворе, чтобы распить пиво. Спустя 2 дня, ночью, я проснулся от грохота и того же крика. «Дверь мне открой!» Ну да, опять кто-то забыл ключи. Какая тут мистика. Успокаивая я себя, стараюсь уснуть. В предсветные часы я проснулся от мучительного приступа жажды и пошел на кухню за стаканом воды. Благодаря открытым окнам и жизни на первом этаже я услышал почти все, что творится в это время на улице. Шум привлек мое внимание, и, открыв немного шторы, я посмотрел на улицу. Там я увидел, что у соседнего подъезда стоит полицейская машина, а служители закона опрашивают людей в халатах, в домашних тапочках. Я быстро смекнул, что это жители первого подъезда, которые почему-то выбежали на улицу из своих квартир. Поговорив на следующий день об этом с соседями, я узнал, что в соседнем подъезде на первом этаже был совершен взлом. Ночью соседи были разбужены ужасным грохотом и всей толпой вывалили на лестничную клетку. Дверь в одной квартире была взломана. Косяк давно требовал ремонта, а дверь – замену. Так что это не было великим потрясением на пути грабителя. Один храбрец решил зайти внутрь, но с ужасом выбежал оттуда с диким криком. А за ним и все соседи выбежали из подъезда. До самого приезда полиции люди боялись заходить в подъезд, а тот бедняга, что решился зайти в ту квартиру, молча сидел в сторонке. Даже полиции не удалось разговорить его. Те же не обнаружили в твоей квартире ничего. Ни крови, ни трупов, ни самих хозяев. Те куда-то пропали. Хотя все соседи утверждали, что та молодая семья, что жила в этой квартире, никуда не уезжала. Мистика. Подумал я и не отнесся к этой истории с должной серьезностью, хотя где-то внутри меня уже появилось беспокойство. Через 3 дня после этого я вновь был разбужен ночью, на этот раз звонком в домофон. Проклиная весь свет, я поплелся к трубке. «Да», — сказал я сонным голосом. «Извините, что разбудил, Начал низкий мужской голос. но я потерял ключ от домофона. Пожалуйста». Я не дослушал его и повесил трубку. Мало ли какой наркоман хотел попасть в наш подъезд, чтобы ширнуться или ограбить кого. Но звонок сразу же повторился, и мне пришлось отключить звук, чтобы нормально выспаться. Только я вернулся в кровать, как вдруг я услышал с улицы вопль. «Дверь мне открой!» Теперь этот жуткий визитер ломился в мой подъезд. Я сразу же сопоставил факты и понял, чем для меня может закончиться эта ночь, если я пущу его. И первая волна страха прокатилась мурашками по моей спине. Я старался успокоить себя тем, что моя входная дверь слишком крепкая, чтобы ее выломать. Поэтому даже если это сумасшедший
и попадет в подъезд, он не сможет вломиться в мою квартиру и сделать со мной что-то. Крик повторился вновь и вновь, сопровождаясь громким стуком в дверь подъезда. Я сначала не понимал, почему еще никто не вышел, чтобы прогнать этого человека, но потом вспомнил о рискнувшем выйти Валентине Петровиче и понял, что людей держит память об этом инциденте. Минут 10 я лежал на своей кровати, укрывшись головой в одеяло, мечтая, чтобы этот маньяк ушел. Вдруг я допустил страшную пугающую мысль, что ломится в подъезд сейчас вовсе не человек, иначе как объяснить страшную смерть Валентина Петровича и исчезновение той семьи? Да и не хватило бы сил у одного человека, чтобы выломать дверь, пусть даже и хлипкую. И вдруг то, что ломилось раньше в подъезд, постучалось в мое окно и заговорило со мной. Это было невообразимо страшно, будто какое-то сверхразумное чудовище спокойно вошло в твою квартиру. «Эй, ты!» Слышал я мужской бас. «Я знаю, ты там лежишь, обернувшись одеялом. Надеешься, что я тебя не достану. Ты ошибаешься. Я приду завтра и послезавтра. И так до тех пор, пока не попаду в подъезд. Если я не попаду так, то найду другой способ. Так что пусти меня. Не усложняй нам обоим жизнь». Я старался заткнуть уши, чтобы не слышать этого голоса. Было что-то невыразимо ужасное в том, что он обращался ко мне. В ту ночь я так больше не уснул. Какое-то время эта тварь еще ломилась в подъезд, но потом ушла. Утром я сразу же собрал вещи и переехал к родителям. У них я провел 3 спокойные ночи. А затем я вновь услышал этот чудовищный крик. За последний месяц я сменил несколько мест жительства. Я жил у друзей, у родственников и нигде не задерживался больше, чем на неделю. Никто не мог понять этой беготни по квартирам. Мне говорили, что нет ничего особенного в том, что какой-то пьяница долбится в дверь, требуя, чтобы его впустили. Но я-то знал, в чем тут дело. Недавно мой преследователь сменил методику. Он больше не ломится ночами в дверь, а действовал более изящно. Мне стали приходить письма, как по обычной почте, так и по электронной, где меня приглашали посетить всевозможные мероприятия. Да, конечно же, разве кто-то в здравом уме мог пригласить меня на открытие книжного салона на месте заброшенного завода или на выставку в загородный лес? Я быстро понял, что Магомед решил ждать, когда гора сама придет к нему. Что же, пусть так. Может, скоро он вновь поменяет тактику, и тогда у меня не будет выхода, кроме как отправиться к нему прямо в лапы. Я не знаю, что это и почему ему нужен именно я. Думаю, тут есть что-то вроде жатвы. Видимо, этому существу нужны определенные люди, ради получения которых он не остановится ни перед чем. Теперь, прочитав мою историю, надеюсь, ты будешь знать, что нужно делать, когда вся живность исчезнет из твоего дома, и ночью ты услышишь крик, требующий открыть дверь. Надеюсь, вам понравилась данная история. Не забудьте поставить лайк или оставить комментарий под видео. До новых историй, до новых страшных историй.